Всем привет! Сегодня объясню, почему нельзя выпускать свои автомобили на брошенных иностранцами автозаводах. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. Как вы уже знаете, автозавод «Москвич» снова в строю. Прямо сейчас с его конвейера сходят новые кроссоверы «Москвич 3». Правда, исконно русскими их назвать никак нельзя. Отечественное там только название. Даже сборка не полностью российская. Она отверточная. На завод приезжают уже готовые кузова, моторы, коробки передач и даже аккумуляторы из Китая. Наверняка вам, как и мне, хочется, чтобы правительство России забрало все автозаводы, которые бросили немцы, японцы и корейцы, и мы начали выпускать там свои автомобили. Предлагаю разобрать реалистичность этого сценария. Так как противно, что китайцы и иранцы подсаживают наши автозаводы на сборку своих автомобилей с помощью отверток. Почему Россия прямо сейчас не может забрать себе брошенные автозаводы и выпускать там свои автомобили? Вопрос справедливый, ведь Китай, Турция и Вьетнам этим занимаются. Они смогли, почему мы не можем? Давайте посмотрим на примере завода «Москвич», он же бывшая площадка Рено. Французы перед уходом вырубили все программное обеспечение. К слову, это лишний раз подтверждает невозможность национализации заводов. Без ПО все станки превращаются в груду железа. Современный автозавод – это не просто куча станков и персонал. Прежде всего, это сложнейшее программное обеспечение. Это труд сотни программистов. Они плохие? Нет, почему же? Это их интеллектуальная собственность. Могут поступать с ней так, как вздумается. Почему бы нам не разработать свое ПО? Потому что это сложнейший и очень дорогой процесс, который повлечет за собой перестройку вообще всех заводов и производство на них. То есть сами по себе заводы Nissan, Toyota и Mazda в России просто куча железа. После того, как иностранцы забрали свое программное обеспечение, то все предприятие можно попросту сдавать на металлолом. Или ждать китайцев, которые дадут возможность собирать свои автомобили отверткой. Еще они могут построить свой завод со своим ПО, но они его тоже заберут, если мы с ними поссоримся. Нам надо было не просто субсидировать АвтоВАЗ, где локализация производства 30-40%, а делать как Китай в свое время. Он впустил, как и мы, западные автомобильные концерны, но с условием сначала передать технологии предыдущих поколений, полностью с лицензиями, оборудованием, ПО, платформами и так далее. Поэтому китайцы сначала стали собирать старые поколения Toyota, Isuzu, Jeep и так далее, с каждым разом обновляя платформы и улучшая качество. А потом начали собирать на одном предприятии свои и европейские, американские и японские автомобили. И вот теперь Китай впереди планеты всей. К примеру, китайская компания Geely купила Volvo за $2 миллиарда, получив современные технологии, двигатели и так далее. А как думаете вы, как возродить наш автопром? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка юмора. Вчера в магазине покупаю кетчуп. Цена 65 рублей. Захожу сегодня, на него скидка. Читаю на ценнике. Старая цена 95, новая 75 рублей. Хорошо, что купил вчера, а не сегодня со скидкой.